Сегодня 4 июня 2024 года. Мы прогуливаемся с вами по Одессе. И по генераторам, по работающим генераторам видно, что во всем городе сейчас, к сожалению, нету света. Всем привет из солнечной Одессы. Хочется улыбаться, но, к сожалению, поводов для этого мало. У нас вчера с 12 ночи отключили свет, и вот сейчас уже почти 12 дня, и его еще даже не включали. Без света жить очень сложно. Ночью город просто погружается во мрак. Не работают светофоры, сложно переходить дорогу, потому что на дорогах просто транспортный коллапс, никто не может разъехаться. Очень плохо работает интернет, обычный домашний вообще не работает, а мобильный очень часто работает с перебоями. Хорошо, у кого есть пауэрбанки и кто приготовлен к этому, тот еще может как-то подзарядить телефоны. А если этого дома нету, то 12 часов без электроэнергии – это очень сложно. Стараемся отключать технику бытовую, потому что от перепадов напряжения в сети она просто-напросто может сгореть. В городе транспортный коллапс просто из-за того, что не работают светофоры. Людям сложно разъезжаться. У нас и так плохо водят автомобили, а тут еще и такая вот ситуация. Видите, некоторые предприниматели держат генераторы на цепях просто для того, чтобы их не украли. Вечер вчера у нас прошел достаточно тихо. Не было тревог, не было взрывов. Только слышно было, как целую ночь лил дождь на улице и стучал по подоконнику. Хорошо, что не было сильного грома, потому что когда сильный гром во время войны, то все думают, что это какие-то взрывы и очень пугаются. Ночью не было тревог, слава богу, на город ничего не летело. Ну, а утром где-то в 9:30 утра прозвучал сигнал воздушной тревоги. И когда читаешь в уведомлениях, что на город летит баллистика, то понимаешь, что большая вероятность того, что будет взрыв. И уже стараешься к этому как-то морально подготавливаться. В общем, прозвучал сигнал воздушной тревоги. И буквально 20 секунд, 10 секунд раздался такой сильный взрыв, что у нас в доме просто открылись окна. И дом просто, вот такое ощущение, что подскочил. Взрыв был очень сильный. Еще официальные каналы не писали, что произошло. Мы еще не знаем. Взрыв было слышно во многих частях города, потому что, конечно, когда такое происходит, то стараешься своим близким, своим знакомым написать, все ли в порядке. И вот те, кто живут далеко даже от места взрыва, то они все равно слышали и чувствовали вибрации. В Одессе ни на секунду нельзя забывать, что в городе война, потому что она тебе просто не дает этого сделать. Вот мы показываем, как гуляют люди по Аркадии, как люди ходят на пляж, как отдыхают, и даже приезжает небольшое количество туристов в город. Но все равно расслабиться нельзя, потому что страшно. Мы даже, когда едем куда-то на пляж или к морю, все время находимся в напряжении, потому что очень часто в эти моменты сигнал воздушной тревоги, и ты не понимаешь, в какой момент и куда что-то может прилететь. И ты можешь не только испугаться, но и пострадать. Смотрите, просто везде работают генераторы. Мы часто говорим, приезжайте в Одессу, отдыхайте, но это, конечно, нужно делать на свой страх и риск, потому что Одесса сейчас небезопасная, и прежде чем сюда ехать, конечно, нужно все взвешивать. Сейчас вот иду, а у ребенка развлечение, это просто стоит мальчик и стреляет с пистолета, который достаточно громко стреляет. И
Ну, и целится просто в меня какими-то пульками или чем. Реально даже сложно снимать видео, потому что просто повсюду работают генераторы. Их буквально нужно перекрикивать. Представляете, какой сейчас в Одессе ужасный загрязненный воздух, если практически возле каждого магазина и возле каждой аптеки, вообще возле всех точек продажи и так далее по городу установлен генератор, который жутко воняет. И даже когда ставишь просто дома окно на проветривание, вот этот запах топлива, он просто заходит в квартиру и нечем дышать. Вот это так громко, это не грузовик, это так громко работают генераторы. Просто можно оглохнуть. Никто не понимает даже приблизительно, когда будут включать и выключать свет, потому что официально заявили, что со вчерашнего дня в Украине отключения света будут еще более жесткими и частыми, и поэтому нужно готовиться только к худшему. В холодильнике ничего не заморозишь, много продуктов не накупишься. Сейчас пройдем, а то не дает мне это говорить. Даже сейчас видно, что не работают светофоры в городе. Вот, и чтобы перейти дорогу, нужно просто попроситься, что может кто-то пропустит. Спасибо. Нас пропустили. Фу, ужасный воздух, ужасно воняет. Видите, светофоры не работают. Нас обещают грозу. Сегодня штормовое предупреждение в Одессе. Сегодня во многих регионах Украины, в том числе и в Одессе, в Одесской области, прогнозируют грозы и прогнозируют ухудшение погоды. На сегодня действует штормовое предупреждение. Если вы едете к морю, на пляж, а на море шторм, то будьте предельно осторожны, потому что в Одессе пару дней назад произошла очень страшная история. Девочка стояла на пирсе, фотографировалась, и ее просто смыло очень большой волной. И уже прошло пару дней, а тело так и не могут найти. Поэтому не повторяйте ее ошибок, будьте предельно осторожными. Хоть мы и канал на позитиве, и стараемся с моей сестричкой показывать много позитивных вещей, много красоты в городе, у нас практически каждый день какие-то взрывы, есть и раненые, и погибшие, и просто испуганные люди, потому что когда даже просто сбивают ракету, то некоторые очень сильно пугаются. Но мы не хотим говорить только о негативе, потому что его у нас и так хватает, и стараемся показывать разнообразно наш город. Люди приходят в парк немного расслабиться после тяжелого и сложного утра. Конечно, многие адаптированы уже к ситуации. Даже мы, несмотря на то, что относительно недавно приехали, уже ко всему адаптировались. Но как бы ты ни старался, все равно очень сложно. Потому что все время переживаешь о своей безопасности и о безопасности своих родных и близких. В общем, если вы решились и собрались ехать в Одессу, как говорит Ирина, то купальники с собой брать не обязательно в поездку, а важно с собой взять фонарики, потому что без фонариков в Одессе вечером вы пропадете. Я сейчас улыбаюсь, но это на самом деле совершенно не смешно, это сложно. Хорошо, что сейчас лето и без электроэнергии пока немного проще, потому что когда выключали свет зимой, и для тех, кто здесь жил, все говорили, было очень сложно это переносить, потому что не было света, было холодно, не у всех было отопление, потому что много новостроев, в которых все на электроэнергии. И даже если включается в таких домах генератор, то тоже по часам. Он не все время работает, и часто генератор включается только для того, чтобы работали лифты и в холле был свет, а в квартирах света может не быть.
Поэтому, если в новострое есть генератор, это еще не факт, что там есть свет. Видите, уже небо затягивает тучами. И скоро, наверное, будет гроза, потому что очень душно. И прям чувствуется в воздухе, что это не просто тучи. По городу гуляет много детей, и очень жаль понимать и наблюдать, что дети все напуганы, и что они вынуждены просыпаться под тревоги и взрывы. Сейчас в Одессе жизнь делится на две части. Это до тревог и до отключения света, и во время тревог, и во время отключения света. Нельзя сказать, что здесь очень приятно находиться, и ты уверен в завтрашнем дне, потому что не понимаешь, что может произойти каждую секунду. Но, несмотря на это, жизнь продолжается, и я вот иду в сторону рынка Черемушки, и здесь много людей, все делают покупки, все покупают свежие овощи, фрукты, чтобы поддерживать свой организм во время такого серьезного стресса, который сейчас у всех жителей Одессы. Берегите себя и своих близких, реагируйте на тревоги. И спасибо вам, что вы остаетесь с нами. Мы вас очень любим, очень ценим и очень целуем. До встречи в следующем видео.